Тема сегодняшнего семинара – это внедрение и распространение учения Григория Гробового «Спасение гармоничного развития», метод распространения души в область реализации духа и сознания. Данный метод заключается в том, что вы делаете управление, направленное на, прежде всего, тот фактор, что душа, распространяясь, например, в область реализации духа, она прежде всего исходит из как минимум двух факторов от Создателя. Первый фактор тот, что душа, организовывающая дух и организующая дух, когда распространяется в область реализации духа, она фактически отслеживает свою первичную задачу по первичной, вообще говоря, задаче души. То есть душа, организующая дух, она на самом деле в данном случае решает задачу по тому, каким образом дух, в том числе созданной душой, реализован в конкретном месте. Ведь если исходить из уровня того, что все элементы реальности, в том числе созданы душой, то реализация духа – это та же область информации, которая создана душой. Но дух многообразен, и в связи с этим уровень реализации может быть многокомпонентным. То есть дух может достигать различных элементов во Вселенной, в разных уголках мира, и в том числе реализовать какую-то личную, частную задачу. Поэтому получается, что дух во многом пересечен с душой в плане одновременности учета сразу множества знаний. Ведь одно дело реализовать какую-то физическую цель, предположим, восстановить здоровье. Другое дело, что в момент реализации могут быть духовные переживания, сопереживания, предположим, героям кинофильма и так далее. Проникновенные внутренние системы, которые взаимопересекаются в оптике. Мы же работаем на оптике, в оптике восприятия человека. И поэтому в душе возникает задача, как, во-первых, будучи распространенной в область реализации духа, контролировать этот процесс с точки зрения, можно сказать, авторского надзора за ситуацией. А во-вторых, еще и дополнительно придавать свойства самостоятельности. Ведь также создал и Создатель, он создал людей, которые самостоятельно могут дальше развиваться. И присутствие Создателя как в действии человека, так и в том, чтобы все-таки научить человека уметь самостоятельно решать, например, необходимое количество вопросов. И поэтому по аналогии с действием Создателя душа действует также и осуществляет практически в том числе и контроль за распространением реализации духа, и плюс участвует в этом. Так вот, когда мы говорим об участии, это принципиальное знание сегодняшнего семинара, душа участвует непосредственно тоже в реализации духа, конкретно в собой. То есть задача, например, для примера, условно подписать какую-то деловую сделку, которая много компонентов, там много предприятий, людей. Тогда получается, что реализация в данной задаче как импульс, прямой идущий от души, потому что душа тоже заинтересована в реализации цели личности, в том числе и реализуется дух. Так вот, реализация духа здесь рассматриваема в механической оптике, таким образом, что области духа здесь соответствуют те системы реальности, которые входят в фиксированные системы пространства. То есть это здания, конкретные документы, конкретные люди. И поэтому, если мы говорим, что одухотворенный человек может повести за собой много людей, то у него свечение именно такое, что реализовано в пространстве. А область души в данном случае это управление временной компонентой реализации задачи. И поэтому, когда я рассматриваю по моему учению спасения гармоничного развития передачу знаний, то передача осуществляется одновременно и в пространстве, и во времени, потому что в любой точке пространства и времени всегда существует как фактор присутствия, кроме того, действия души, также и действия духа. Поэтому мы можем говорить об одновременности практически двух выделенных систем в концепции устройства мира, таких как дух и душа, и при этом обозначать эти системы как системы, в общем-то, взаимоудаленные, то есть существуют граничные системы, например,
пространство, время, это часто просто ментальный уровень восприятия человека в этих процессах. Но тем не менее, вот такое, казалось бы, умозрительное заключение дает очень большие преимущества. В чем признак свободы человека по задачам создателя? Что человек, видя, как колышется, например, листочек на дереве, считает просто, что это движение произошло, например, за 10 секунд. То есть он взял, создал, придумал часы и считает, что происходит в течение времени. Но когда мы переходим к синтезу, то есть когда мы переходим к множеству событий в мире, мы понимаем, что время на самом деле необходимо в плане учета движения электричек, расписания самолетов и всех прочих, вообще говоря, процессов. Когда мы приходим к тому, почему человек стареет, то, исходя из этого процесса, видно, что он прежде всего стареет потому, что он реагирует таким образом на время. То есть, если человека стареющего взять из вот этого свечения многофакторности событий, вывести в определенную капсулу сознания, где сказать, что вы знаете, если вы находитесь здесь, то вы не стареете, потому что время здесь, можно сказать, или бесконечно, или начально. Придать свойства как бесконечности, так и начальности. То есть, свойства всеобщности в ментальном понимании. И признак свободы, когда мы в логическом понимании это делаем, признак свободы человека уже обозначен тем, что он начинает управлять процессом, то есть он начинает управлять, причем на духовной основе. То есть логическое действие приходит к духовному плану. И духовное управление, оно наиболее гармонично там, где требуется многофакторный учет реальности. Например, человек должен жить на Земле, на него не должна свалиться какая-то большая комета с внешнего пространства. Это же где-то управляется. И это управляется конкретно здесь, там, где дух, душа и логическая фаза сознания – это то, что сознательно выделено, как сейчас мы, человеком в процессе своего рассуждения. Ведь по определенному уровню моя система управления основана на том, что, рассматривая и видя, как происходит процесс управления из своего, например, личного опыта, я описываю эти процессы так, чтобы они были понятны. По существу я занимаюсь просто описанием процессов управления с точки зрения взаимодействия, например, таких систем, как человек, управляемое событие, и прежде всего здесь стоит задача именно всеобщего спасения, потому что это самый необходимый признак управления, логически он заключается в том, что сделать следующую секунду, реально надо сделать так, чтобы не было уничтожено хотя бы цивилизация от глобального взрыва. Поэтому, получается, мы делаем постоянно какие-то необходимые действия, в том числе и действия по реализации управления. Так вот, то, о чем сейчас я говорю, это в большей степени я проговорил в логической фазе сознания. То есть именно в структуре сознания, которая включает в себя понятие духа и души, в том числе сознания. То есть, получается, я взял объем информации от точки сознания и внутрь него проговорил те понятия, которые вообще говоря создают сознание. Душа создает сознание, включая создать. И, следовательно, в рамках мышления мы можем моделировать и реализовывать процессы, которые, в общем-то, не фиксированы в виде конкретных свойств. Например, нельзя сказать в физическом мире, что на песке можно построить устойчивое здание, если нет глубокого фундамента. А в сознании, получается, можно сделать любой фундамент. То есть на основе любого внешнего управления можно сделать любое следующее управление созидательного типа. И почему именно несколько парадоксальная ситуация заключается в том, что сознание создано душой, тем не менее внутри сознания можем работать с душой. Она, с первого взгляда, парадоксально, потому что мы на основе, фактически, душа это основа. Там, где, конечно, есть действие создателя, создана та ситуация, когда создатель уже создал душу, но тем не менее работа происходит в области уже вторичной по первичному уровню. Это все равно, что в логике, реальности, есть некий рычаг, выходящий из большого здания. И можно взять вот этот рычаг и потом крутить это здание и, в общем-то, делать какие-то манипуляции со всем зданием. Вот в логическом понимании это вот так. То, что я сказал на уровне моделирования пространства мышления. Так вот, оказывается, что вот этот уровень, где моделирование переходит там в реальность,
позволяет реализовывать сознанию материальные предметы. То есть, если подумать, вот как вообще происходит материализация какого-то элемента реальности. Например, материализация органов, восстановление здоровья, тоже материализация физически, в механическом понимании здоровых клеток. Эта область мышления начинает действовать на область физической реальности. И вот здесь существует некий, движущийся вначале против часовой стрелки такой волчок информации, как бы, спиралевидный уровень информации. Если вот на него посмотреть, здесь второй важный очень принцип для сегодняшнего семинара, что движется в вашу сторону информация, которая движется против часовой стрелки, если смотреть со стороны правой руки. Если смотреть с левой руки, вы видите фиксированную сферу, то есть точка зрения меняет и управление, и концентрацию. Так вот, взяв вот эту сферу, например, с левой стороны, и поставив просто на свое событие, которое вы хотите реализовать, перед вами есть событие. Взяли, поставили сверху. Событие начинает реализовываться. Вот сегодня семинар такой, что я в результате чтения, лекционной части материала, где вы одновременно работаете по задаче всеобщего спасения, по своим задачам, привел к тому, что вот давайте вот возьмем вот эту сферу и просто ее применим вот в этой части. То есть я применил интервал времени. И вот это время – это работа души. То есть если мы начнем анализировать, каким образом работает душа, то это связано, как правило, в большей части со временем. Вот как нагрузка рождается, почему душа работает интенсивно или сложно, или наоборот легко. Вот в чем параметры для восприятия? Прежде всего, по крайней мере, как я считаю, у большинства людей в определенной правовой ситуации, это связано со временем. Еще и потому, что понятие работы – это все-таки какая-то длительность. И вот если мы начинаем от работы идти к точке действия, то, оказывается, время можно, вообще говоря, просто остановить в этой точке и работать просто статично, то есть в спокойном состоянии, вот в одной точке зафиксировать. Это благоприятная точка, она спокойна, она не движется, но известно, что она хорошая. У нее есть только одна характеристика, это нормальная точка управления. Через нее можно посмотреть, применить элементы сновидения, через нее можно сходить в кино или вылечить заболевание, сделать управление. Это такая положительная точка информации, восприятия. Мы просто ее нашли, вот как бывает геофизические зоны, положительные или какое-то просто приятное место. Вот мы нашли эту точку в управлении, и теперь следующей задачей управления является всего лишь навсего сделать так, чтобы свет от этой точки не хаотично в пространстве вашего, причем восприятия бегал, а вообще говоря, просто светил на дальнейшую реализацию вашей задачи. То есть мы нашли следующий уровень, усиливающий первичное управление, если вам нужен, который, кроме того, что сфера, куда вы поставили события, уже управляет, а это есть действие души по тому, что я даю технологию спасения, и вы в этом участвуете. Плюс дополнительно я сюда добавляю еще следующий уровень такого спокойного управления. Эта точка управления, она всегда есть, и главное вспомнить. Как только вы вспомните, вы находите ее место. Так вот, я пришел к третьему принципиальному уровню сегодняшнего семинара, что воспоминание, то есть вспомнить, где есть управление, это есть и нахождение в данном случае, например, этой точки. То есть понятие памяти заключено в понятие цели. То есть если детализировать, как вообще мы ставим цель, мы же запоминаем последовательность действий. И вот, например, человек, если говорит, что ему нужно добавить, например, ясновидение, прямого видения какого-то события, например, хочет посмотреть кино в кинотеатре Нью-Йорк, находясь в Москве, пусть, например, такое желание. Если он захотел смотреть вот эти картинки, то почему бы нет? Человек свободен, даже спасая всех, если у него возникает время, он может смотреть это кино, или он таким образом одновременно все равно спасает, если он пользуется технологией всеобщего спасения. Именно моим учением спасения гармоничного развития. Тогда получается, что применяя технологию моего учения о спасении гармоничного развития, он, когда смотрит это же самое кино, все равно спасает ядерную станцию, все равно он делает управление по всеобщему спасению. Возникает задача, каким образом
в этот сюжет, который появляется там в виде кинофильма, да, следующий кадр фильма, включить, завязать управление по всеобщему спасению. То есть задача, в общем-то, механическая. Да, пусть он смотрит, но в этот момент он должен понимать, что он все равно спасает. А получается, нагрузочная, ну, как бы в понимании нагрузки, что ли, область, она все равно сохраняется такой, что есть интенсивность спасения не уменьшается. И вот когда мы уже исходим из этой задачи, да, закрепили за каждым кадром задачу всеобщего спасения, задачу выполнения личных целей, пожалуйста, смотрите кино, тогда открывается четкая картинка ясновидения, кстати, видно лучше, чем там на телеэкране, обычно, или самым хорошим. Видно лучше, чем физическим зрением, если кто хочет посмотреть. Значит, можно выбрать самый лучший кинотеатр, самый лучший фильм и смотреть. Но смотреть, закрепив за каждый кадр вот именно задачу, как в реализации. При этом на нижнем уровне это будет духовный, то есть кадр, например, там кинопленки. Нижний уровень физические кадры. Это реализация духовного плана, верхний это реализация души по управлению, по реализации духа. То есть даже можно в механическом уровне распределять параметры конкретные, где есть душа, где есть дух. Выделение оптики, души и духа в конкретном материальном аспекте. Так вот, когда мы переходим от материального аспекта сюда, то можем увидеть, ну, физический мир. Какая разница? Там же физический мир. Мы взяли и умозрительно, да, так скажем, определили, что это пусть будет этим, а это этим, да, дух снизу, душа, например, сверху. Но то, что я говорю умозрительно, я всегда говорю с точки зрения того, что я постоянно выполняю задачу всеобщего спасения, задачу передачи знаний. И если я носил там самолет или ядерную станцию, я конкретно вижу, это действительно так. Это соответствует реальности. Так вот, перевод в физическую реальность можно сделать как через микроуровень, то есть войти в детализацию кинопленки, взять, например, постараться посмотреть, из чего она состоит, и увидеть, что как только вы вошли в молекулярный уровень, какая разница, молекулярный уровень здесь тоже состоит из молекул. Значит, вы можете войти там, а выйти здесь. И получается, импульс можно сознание, например, по восстановлению человека ввести там в какой-нибудь лист растения, он может выйти в любой точке мира с остановительными свойствами. Почему именно так? Потому что должен быть принцип свободы воли. То есть, чтобы лечить человека, надо выйти к нему с точки зрения того, что он примет сигнал. Например, вам надо обязательно вылечить оператора ядерной станции, там, ведущего смены, чтобы он нажал именно тот тумблер, а он, может быть, вообще никогда в больнице не был, вообще лечение воспринимает против вообще любого лечения. Да, вот у него сознание такое, что против любого лечения. Исходим из максимально противоположного случая. Как такому человеку ввести сигнал, чтобы он по собственной свободе воли согласился принять лечение, и ядерная станция была спасена, там миллионы жизней от этого могут спастись. А таким образом, что мы, как я сейчас показал, можем ввести в одну область, а просмотрев, где он принимает сигнал в информацию, и сигнал проводит его в восстановительную область, у него, например, не происходит инсульт. Часто, чтобы не произошел инсульт, достаточно просто в межклеточный уровень ввести маленькую оптическую щепочку всех. За счет того, что начинается в одном маленьком месте раздвижение ткани, в другом месте ткань начинает сужаться. Обычный механический эффект в оптике он действует очень лениво. Чтобы снять инсульт, мысленно можно на мизинце даже развести две клетки, причем крупный сосуд может быстро сжаться в ногу. Значит, получается, его, чтобы этого человека сориентировать на то, чтобы он принял, ведь всех создать свободным, нельзя его заставить. Причем особенная ситуация, что даже чтобы спасти миллионы людей, человек, от которого зависит жизнь миллионов людей на конкретном месте, он все-таки абсолютно свободен. Может сделать, может, например, не сделать. А у нас нет выбора, мы важно о принципах полной свободы сделать так, чтобы он принял и сделал. То есть он, чтобы он не упал там в обморок и так далее. Следовательно, вот этот принцип выхода с другой стороны, с неожиданной, там, вести через сюжет рыбалки там, или через сюжет какой-то приятной картины, это элемент такой, что ставится возле этого человека этот сюжет рассматривается с точки зрения прогностики будущих событий. Это логическая фаза сознания.
на первом уровне, потом душа, потом трехслойная конструкция. И именно снизу вверх. И когда уже душа, находящаяся в середине, как бы этого, ну, своеобразного пирога, да, в кавычках, она такова, что через нее, вот, направив сигнал в нее, можно через область духа вывести просто задачу, саму задачу, куда поставить сигнал этому человеку, который спасет ядерную станцию. И уже дух, он как бы рассеет сигнал внутрь в душу, и в душе созреет конкретная конструкция, абсолютно точная. Вот здесь ваша собственная душа. Абсолютно точно, как нужно делать вам, находясь здесь, то есть какой первый импульс, где засветить сигнал возле физического тела, например, да? В районе там, правого полушария головного мозга, ну, сзади, там, со стороны затылка, первый элемент. Второй элемент вывести выше там, на 10 сантиметров. Третий элемент вывести в область души. Я все равно говорю о геометрических системах. И четвертый элемент подвести перед этим человеком, именно таким образом подвести. Сюжет там самого лучшего кинофильма его там детства. Все, он этот сюжет принимает, он ему нравится. Тем более он потом начинает уже видеть, что это связано со спасением всех, у него сосуд сжимается, он в обморок не падает, тумблер вовремя отжимается, ядерного взрыва не происходит. Это, вот, кстати, совершенно реальная ситуация прогнозного типа, которую я описал. Поэтому в управлении по полного уровня соответствия действию создателя, где все абсолютно свободны, мы должны находить системы, которые позволяют человеку принять сигнал самостоятельно. При этом мы искусственно не навязываем сигнал. Мы же все равно за кадром ставим то, что речь идет о спасении ядерной станции. И он сам же находится на территории самой же станции. У него в душе есть от создателя и структура вечной жизни. Он в общем-то, должен сразу же этот сигнал, как бы идущий из души, соотнести с тем, что здесь, и он понимает, что это нужно делать. То есть мы просто показываем путь. И поэтому, выбирая этот путь, он идет сам. И когда мы ставим сюжет, мы просто делаем так, чтобы был быстрый доступ к этому уровню информации. Наша задача, если осталась там 1 секунда, за секунду успеть всю эту конструкцию сделать в одном импульсе. И он должен это принять и там, не упасть до обморока. Поэтому получается, что задачей управления является часто сверхбыстрый доступ, который основан на очень детальном принципе, о котором вот сейчас я сказал, о каком-то уровне деталей, очень детализированной технологии подведения структуры управления. И вот тогда, конечно, нужно то понятие, которое называется четкий вид, то есть точным ясновидением. Причем не каких-нибудь там физических предметов даже, а точным ясновидением в области управляющих систем. А здесь, сравнение примерно то же самое. Можно, конечно, научиться за какое-то длительное время через ясновидение смотреть на какую-то конструкцию стандартно. Или даже кино можно научиться смотреть. Но в динамике управления, по спасению тем более всего мира, где системы могут постоянно меняться, и системы агрессивного типа, которые специально меняют управление, надо разобраться, где идет сигнал смены управления, и как бы еще, кроме того, понятие распространения технологии, еще понятие агрессивной, оно достаточно своеобразно в том плане, что задачи технолога, который работает именно по моей системе спасения гармоничного развития, по моему учению спасения гармоничного развития, задача такого ученика заключается в том, чтобы агрессивную систему еще и научить. Что смысла нет в этой системе, например, так себя вести, то есть получается еще вести надо воспитательную работу, какую-то пропагандистскую, успевать во всем этом массиве информации, делать работу еще по обучению другой стороны, которая не понимает, так мешает, или она в силу там определенного своего уровня развития старается свои интересы провести, казалось бы, там локальные. Но когда вы смотрите вглубь, то видно, что любое действие абсолютно разумно. То есть действие, так называемое случайное, там, это действие, если копнуть глубже, всегда основано на каких-то несущих структурах, вообще говоря, контрвектора. То есть вам надо спасти ядерную станцию. Контрвектор организовывает ряд событий, которые может, например, препятствовать. Да? Вот, чтобы не было этого препятствия, это в том числе технология прохода этого контрвектора информационного уровня. Ведь
какие-то предпосылки были, чтобы был возможен там взрыв, да, или чтобы, предположим, мог упасть самолет, возможно. Следовательно, эти предпосылки, они, ну, как в волновом уровне природы света, да, скажем, даже световосприятия, всегда существует уровень следующей волны, то есть пока эта волновая конструкция расформируется. А ведь она как-то была сформирована, ну, есть разные теории, там, суть даже не в том, откуда часто она расформирована была, в плане, вот, ну, какая-то иная ситуация была, может быть, расформирована, чтобы создалась другая ситуация. То есть там идет постоянное управление. И вот надо во всем этом уровне управления, все равно, что, например, диспетчер сидит, где очень много уровней контроля, там, да, в разных ситуациях развивается совершенно разная система управления. Вот надо уметь все эти системы как бы подрезать на себя и находиться еще в таком состоянии, что постоянно саморегенерироваться, то есть не уставать, потому что задача человека, который занимается по моему учению спасения гармоничного развития, это достижение вечного созидательного развития, в том числе в своей физическом. Следовательно, он должен уметь все-таки себя восстанавливать, не просто концентрироваться в одном направлении или в другом, а потом позже, да, по возможности лучше восстанавливаться сразу. И возникает достаточно комплексная задача, относящаяся, в общем-то, к задаче управления, по сути. Ведь если декларирую я, даже не просто декларирую, а говорю, что человек должен развиваться вечно и так исходит от Создателя, то это действительно должно быть так. Мы не можем, например, говорить, да, вот желательно вот сейчас, например, научиться люди, а потом попозже мы, например, ну, это утрирую, конечно, переходим к тому, что в какой-то элемент будем изучать технологии вечного развития. Но если сейчас не делать эту реализацию, то это будет уже ну, совсем другая конструкция. В том-то и смысл, что каждый элемент учения напрямую связан с каждым другим. И мы здесь не можем, например, что-то разъединять, что-то перемешать. Каждый, вообще говоря, имеет равнозначный уровень управления, так же, как и предотвращение возможных глобальных катастроф. Это одна из задач, но ее не следует ни преувеличить, ни преуменьшить. Это в общем уровень информации от создателя, каждый элемент информации он равен. Так вот, когда мы делаем управление, постарайтесь сейчас, именно по фактически, в общем-то, задаче всеобщего спасения, постарайтесь сейчас сделать таким образом, чтобы ваше управление было очень четко проявлено именно в технологичном варианте, то есть сделайте выборку, состоящую из 3 сфер. Значит, первая сфера вот перед вами, это сфера вашего, например, сознания, кому как удобно. Должна быть сфера души и сфера должна быть реализации духа. Так вот, реализованное сознание – это контроль за распространением души и духа. А реализованный дух – это обобщенный фактор, то есть это, вообще говоря, реализованный дух может иметь собственные координаты реализации. То есть дух, он свободен, он может, если говорить в плане живом, да, уровне, что ли, реализации, то есть у духа он всегда реализован, в том числе он реализован, ну, как бы в конструкции, которая в бытовом сознании или там в определенном уровне сознания относится как к уровню, ну, там, так называемой материи там, природы, предложим там камни, да? А вот реализация в живом уровне, это в коллективном сознании, это то, что одухотворяет, то, что делает жизнь на самом деле бесконечным уровнем, и в том же уровне из духа исходит конечность элемента физического мира. И поэтому вот именно с точки зрения сегодняшней технологии. Поэтому мы, когда говорим в духовной реализации, мы должны понимать здесь, что речь идет о более общем процессе, нежели реализация только по цели управления. Дух может быть реализован, да, выполняется цель, но ассоциация от цели разные. Либо это там, внутренняя свобода, либо ну, от того, что ну, решился вопрос. Да, элемент какой-то раз возник, что вот теперь, по крайней мере, значит, и не надо этим заниматься. Тогда получается, что принцип вот этой
ну что ли, внутренней свободы, он есть тоже состояние, реализация, но как бы духа в самом себе. Вот вам по цели решился вопрос, ну решился. Хорошо, да? Пусть он решился, но дух, он работает как абсолютно живая система, где его связь с Создателем, это есть одновременно и контакт. И часто это, вообще говоря, это постоянный контакт с Создателем. Поэтому получается, что система реализации духа это более общая система, так же, как и, конечно, бесконечная система это система реализации души. Душа, правильно, бесконечная система абсолютно. То есть в любой системе бесконечного свойства души, проявление души есть. Таким образом мы выделили 3 сферы. Самый, ну такой, что ли, привычный в этом плане уровень это логическая фаза сознания. И когда вы берете эти 3 сферы, ставите перед собой, постарайтесь сделать следующее управление. Вот перед вами 3 названные мной сферы. Ближе лучше всего к вам сфера сознания, пусть, например, радиусом 15 см. Потом сфера духа, такого серебристого, белого цвета. Все они могут быть примерно одного цвета. Логическая фаза сознания может быть больше золотистого оттенка. Дальше уже 3-й уровень сферы это значит сфера души. Постарайтесь застабилизировать, то есть увидеть, застабилизировать, чтобы они по возможности не пересекались, а по возможности как бы стабильно находились на одном уровне. Затем начинайте проводить решение своего вопроса. По моему учению с последовательного развития, когда я вас привел к этой точке управления, там уже входит обязательно действие в сторону всеобщего спасения. И поэтому выделите свою задачу сверху, просто сверху, и начинайте проводить внутри, значит, как бы по диаметрам этих сфер. Сначала через логическую фазу сознания, причем реализацию сознания, затем реализацию духа, и потом сферу распространения души. Начинайте проводить из одной во вторую, в третью систему, то есть практически механически из одной сферы во вторую, в третью. И на выходе должны получить решение вопроса. Вот вы сейчас начинаете практиковать, и я поработаю вместе с вами. Это работа с вашими вопросами, а также работа в том числе с задачей всеобщего спасения внутри этих сфер. Сначала свои частные задачи проверить. Потом для усиления все-таки концептуальных задач проведите задачи всеобщего спасения тоже в виде такой же сферы, такого же диаметра, как у вас ваша частная задача. И решите эту задачу дальше. Начинайте работать, и я буду работать с вами. По возможности работайте быстро. Старайтесь сделать во время работы сравнение, что работа по частной задаче это практически то же самое, что по задаче всеобщего спасения. То есть должна быть универсальная система, потому что вы же всего лишь навсего проводите одну маленькую сферу внутри больших сфер. Просто они информированы таким образом, как я сейчас сказал. И так именно подведены к этой информатизации. Поэтому получили свою задачу, решение, вы должны четко видеть, что сфера, которая вышла, маленькая, она есть уже не та сфера задачи, она есть решение, преобразование. Следующий уровень всеобщее спасение такого же точно внешне ничем не отличим. Просто вы знаете, что это задача всеобщего спасения. Вот все. Начали проводить, провели, вывели, освободили немножко места, да? Ну, некая очередность. Первая ваша сфера лежит там, вывели вторую сферу. Вот они две одинаковые. В первом уровне решена ваша задача, во втором задача всеобщего спасения.
посмотрите, сбалансируйте свет. Свет от маленькой сферы первой и ко второй, и от второй к первой, он одинаковый. То есть доведите до того, что они не отличаются. Довели, соединили их, все, пошло сильное свечение. Вот за этими тремя сферами пошло очень сильное свечение, когда вы их соединили. Получается, ваше любое действие, частное, это действие по всеобщему спасению. Когда вы, кстати говоря, через свет вот этих знаний приходите к себе, вы видите, что действительно так. То есть это совершенно ясно. Если вот точку зрения перевести туда и посмотреть с соединившихся сфер, то видно, что вы, это и есть это действие Создателя по всеобщему спасению. Это становится абсолютно ясно. Свет ясности. И когда вы этого достигаете, у вас возникает очень сильный механизм управления, связанный с элементом прямого управления. То есть теперь достаточно только лишь мысль провести как по наклонной плоскости до этой точки, где эти сферы соединились. И все. И в этой точке регулировать управление. То есть ставить задачи на восстановление, задачи передачи информации и работать именно в этой точке. Плюс это устойчивая позиция, где вы уже отработали методологию, метод, и вам внешняя система информации в данном случае не препятствует. То есть абсолютно жесткая, практически абсолютная система. Она, кстати, более устойчива, чем миллиардных лет горы, например, на физической реальности. Потому что эта система не может быть изменена. Это ваша собственная конструкция. Так вот, в чем преимущество собственной конструкции? Что собственную конструкцию невозможно изменить внешнюю мир. Поэтому то, что делает человек в мышлении, это жесткость. Такого может быть свойство, что она, вообще говоря, приближена к абсолютной системе вообще мироустройства. И можно таким образом использовать этот момент для того, чтобы точно знать, что вы всегда достигнете управления. Например, я сказал, да, существует контрвектор. Например, в случае спасения ядерной станции. Но контрвектор это всего лишь навсего одна статичная информация. Достаточно сделать второе действие и контрвектор преодолеть. Почему часто именно задачи по спасению всех, они часто очень просто реструктурируются информацию. Во-первых, сильнейшее сопротивление всех, то есть векторальность всех направлена против этой проблемы высокая. А во-вторых, если вы развиваете такой элемент видения, то этот вектор, который может создавать прецедент некой деструкции, он же статичен. Вы его взяли, зафиксировали, увидели, если в своем восприятии, лучше вообще не фиксировать. То есть первый признак не появился, сразу раз управление, чтобы этого не происходит. Сразу первый импульс. Но если вы зафиксировали, то есть стали разбираться, почему вообще такая концепция создалась, откуда она возникла, то тогда достаточно опорную точку контрвектора просто подвести маленький элемент света, и он все, стоит ему сменить положение, конструкция вся обрушится. Как из стекла, держащегося на одной точке. Большой конструкции стекла. Или чем можно назвать? С песочной конструкцией. Песок, правда, более устойчивая система даже. А здесь получается, что свет контрвектора очень подвижен реструктуризацией. Обратите внимание, что вот эти контуры, так называемые системы, которые организовывают какие-то системы событий, они на самом деле, в общем-то, очень неустойчивы. Потому что они жестко зафиксированы. Вы можете мыслить, вообще с бесконечной скоростью. И обойти с бесконечной скоростью одну статичную систему, это логически ясно, что это можно, вообще говоря, элементарно. Главное, с какой стороны подойти. Это может сравнить с тем, что есть, стоит, например, стол, и есть механизм, движущийся со скоростью выше скорости, со скоростью мысли, этих механизмов бесконечно рост. Стоит вопрос, преодолеть оказаться, скажем, в том-то месте, где-то через 5 километров, или через 10, так сколько угодно, может быть, через 1 метр, да, в точке быстрее, чем стул, который, движется, может быть, поставлен на какой-то тележке, на ролик. Конечно, можно. То есть это пример такого рода задачи. Другой вопрос, главное не попасть в сам стол. Если развить технологии, довести до уровня видения, где вообще находится этот стол, да, то тогда получается просто его надо обойти и все. Даже способ не надо. Возникает вопрос следующего плана, чтобы не детализировать, задавался вопрос, насколько
развита вот эта вот технология, что надо обязательно увидеть столб. А как вообще увидеть? Ну, могут быть разные. Поэтому здесь возникает следующая задача. Оказаться в следующем месте мгновенно, независимо от количества столбов, технологий такого точного типа, да? То есть это технологии обобщенного типа. Дальше. Следующий уровень семинара – технологии мгновенного доступа, которые построены не на принципе детализации, как сейчас я показал, и учета иногда очень сложных конструкций, а построены на принципе мгновенного достижения нужной точки. Так вот, здесь технология распространения души в область реализации духа и реализации сознания построена на том, что сознание просто-навсего, точка сознания, сфера сознания сразу же выбрасывается или как бы проявляется в точке задачи, но чуть-чуть подальше. То есть вы внутренне знаете, что вы должны выбросить немножко дальше существующего уровня задач. Ведь задача может быть внешняя. Например, вы едете в какой-то местности, где нужно вычистить там экологическую обстановку, сделать ее нормально. Но эта же задача не ваша, может быть. Вы же сюда приехали. Не вы же, вообще говоря, ее организовали сами. Поэтому тем более вы бы тем более не организовали. То есть внешняя задача. И поэтому возникает задача все-таки сделать мгновенное управление часто. Тогда вот стоит фон задачи, или там какое-то свечение, выбрасывайте чуть-чуть подальше. И как только идет соприкосновение, происходит решение, как типа электрического разряда. Так вот это решение должно содержаться в распространении души. То есть метод распространения души заключается в том, что из реализованного сознания уже в задаче, например, спасения, душа распространяется. То есть это распространение у нас как механизм действия. Так, некий луч, плоскость души. Конкретно как луч выглядит. Причем плоского характера. Распространяется до уровня самой задачи. И дух, дело одухотворенное. То есть дух уже работает как принцип одухотворения. Саму конструкцию передает ей знания нормы. Как бы обучает, фактически идет процесс обучения. И надо причем делать так, вот в этой технологии есть одна тонкость, что дух должен быстрее обучить эту конструкцию, чем практически мгновенный импульс души дойдет до стенок этого уровня задач. Чтобы почистить экологическую систему, то есть чтобы восстановить там норму кислорода, получается, нужно сделать таким образом, чтобы импульс души пришел уже в норму. Вот как только вы начинаете над этим задумываться, вы видите, как организовано ваше собственное мышление. То есть вы видите, как устроено пространство мышления, там, где вы мыслите, вот эта материя, как она устроена. Вот здесь это видно, где мы ставим сначала одну линейную задачу, что за областью, геометрической областью, задача, которую надо реализовать, например, восстановить норму кислорода в каком-то городе, где вы будете проезжать. Вот она конкретно механически здесь показывает пальцем. Забрасываете уровнем сознания чуть подальше шары, соответствующие задачи сознания. При этом от этого шарика идет действие души. А реализация духа должна быть такая, что к этому времени, вообще говоря, здесь должна быть норма. То есть сверхбыстрый импульс души должен прийти к тому, что дух уже выправил ситуацию. И вот когда вы начинаете работать над реализацией, например, вот этого конструкционного уровня, я обращал внимание, что если его реализовывать, например, для предотвращения ядерного взрыва в ядерном реакторе, то вот этот механизм, он часто бывает единственным возможным при сверхбыстрых реакциях, быстрых, чем скорость мышления, чем скорость наблюдения. Ведь в коллективном сознании существуют такие принципы, как скорость наблюдения какого-то физического или микропроцесса. А потом дальше, в коллективном сознании нет понятия скорости. Вам надо, получается, действовать быстрее, чем существующая система коллективного сознания. То есть наращивать. И вот этот принцип, он построен на том, что вы одновременно наращиваете свою систему, то есть вы делаете конструкцию, которая выращивает ваше собственное мышление в нужную вам область. И вы тогда подконтрольно
работаете в том числе с системой своего мышления, если вам это хочется. То есть как только вы выходите в систему контроля за тем, что там, где вы мыслите, вы еще и создаете пространство мышления одновременно, то получается, когда вы входите в эту точку сознания, то вы видите просто себя, на самом деле, да, в спокойном состоянии. Просто вы спокойны, и вокруг все стремится к благоприятному уровню реализации. Вот здесь я привел к тому, как связана нормированная система физического тела, управление в сторону нормы за процессами физическими, духовными, и при этом технологично реализовано в виде конкретных конструкций, которые в таком виде позволяют, кстати, замедлить ядерную реакцию. Если, предположим, скорость распространения души в середине этого отрезка, вот структура сознания, и есть дух, который решил вопрос. Если взять и распространение души зафиксировать, то в этот момент можно ядерную реакцию остановить, если вы это будете делать внутри ядерной реакции. Стоит только остановить один элемент, реализации реактора, то можно сделать так, чтобы ядерная бомба не взорвалась. Поэтому это вот, кстати, совершенно конкретный инструмент, чтобы не было взрыва ядерных бомб. Если где-то их пытаются запустить, можно использовать этот элемент, чтобы она не взорвалась, даже если она в этом месте. Поэтому именно механизм управления этой системой заключается в том, что когда вы работаете на системе, например, своего уровня духа, души и сознания, то вы должны здесь видеть, что на самом деле непреодолимых систем в реальности не существует. Что когда вы с этой точки зрения исходите, то видите, что всего лишь навсего упирается в объем работы. Во-первых, надо, конечно, безусловно, надо всегда добиваться, чтобы не было глобального уничтожения, как минимум. Но когда вы такого добиваетесь, то получается, что ваш личный уровень управления – это определение количества вашего сознания в единице действия. Вот есть массив какой-то там, объем, например, по нулевой, сфера шара. И мы говорим, что вот эта сфера по нулевой – это событие всего мира. Тогда, решая обычную школьную задачу, например, по расходу, предположим, этого объема через одну область, да, через какую-то там дырочку, откуда начинает объем вытекать. Возможно, это некий пар, да, газ, свет. Тогда мы смотрим, задача в чем заключается, что нужно в качестве, школьной постановочной задачи сделать так, чтобы ваше личное влияние было близко к единице. Тогда, получается, вы контролируете все процессы, весь уровень управления. Тогда этот объем нулевой, если он начинает вытекать из маленькой дырочки куда-то, он, как вытекать, механическое представление вытекать, на самом деле событие начинает как бесконтрольно реализовываться, и потом этот объем еще увеличится, потому что пар начинает вылетать, как его потом еще поймать, и так далее. То есть получается, что задача управления всеми событиями мира заключается в том, что вы в данной технологии сначала должны сделать дырочку такую, чтобы не вылетала из системы, то есть хотя бы ее зафиксировать. Вы ее зафиксировали, а как вообще в нее войти? Да? Вы же извне зафиксированы. Так вот, уровень фиксации в данном случае по данной технологии определен тем, что когда вы ставите эту систему, как, например, строится, скажем, биомеханическая система, клеточный уровень человека, он таков, что клетки же не пересекаются, они друг друга не падают по каким-то причинам. Если мы понятно, что существуют понятия физики, там, и какие-то процессы, связанные с атомами, молекулами и так далее, но если абстрагироваться от понятия атомов и молекул, почему клетки не слипаются? Да? Здесь, если войти глубже, то можно видеть, что между клетками существует элемент пространства мышления. Человек часто мыслит на межклеточном уровне. И когда, например, он мыслит извне, он строит свою клетку. То есть он мыслит не только там вне физического, но он мыслит внутри физического тела. И часто, особенно у спортсменов, в момент каких-то решений, тело воспринимается как мысль, сплошная конструированная мысль. То есть разница между телом и мыслью в этом случае у спортсмена, в общем-то, это все единое. Часто помогает спортсмену
сначала промысливать, потом это органично это сделать. Так вот, когда мы, не только с последовательностью, когда мы говорим о действии за счет механизмов своего мышления, то здесь переход во внутреннюю сферу это и есть всего лишь навсего такой переход, где мы не трогаем границы сферы, мы все события мира взяли, внутреннюю сферу поставили, мышление причем, а чтобы внутрь перейти, оказалось, есть очень простой, оказывается, механизм. Достаточно где-то возле границы этой сферы сконцентрировать сознание, точку сознания, как некую платформу называют. Но случайно, что это как мыльный пузырь, чтобы не лопнула сфера именно возле. Посмотреть просто на свое физическое тело оттуда. Как только вы посмотрите, вы окажетесь внутри. Ведь физическое тело тоже находится внутри. Так вот, механизм доступа только физическое тело при данной технологии, потому что дух в данном случае, например, как вот это, да, сообразно пар, формирующий внешние границы сферы. Например, это так и есть. Просто я говорю, например, потому что стараюсь разобщить, то есть не концентрировать сильно, чтобы восприятие не уставало. Дальше, значит, я могу сказать, что каждый элемент этого пара это есть действие через душу. А вот логика соприкасаема с реальностью именно физического тела. То есть вы мыслите, где вы учитываете акцепторная система логики, это ваше тело. Вы же видите свои пальцы, вы видите себя и воспринимаете. Но вот когда вы видите, это одно, а когда вы воспринимаете, это уже душа, дух, сознание, тогда эта сфера мгновенно переносится в вас. А вам надо, вообще говоря, работать таким образом, чтобы вы имели на самом деле не тронутую вот эту конструкцию, причем в условиях, когда вы можете там разговаривать, где-то что-то делать, то есть работа надо уметь всегда в пространстве мышления, даже при условии, если есть отвлекающие моменты, то есть там какие-то происходят хождения, вы можете ехать в транспорте, даже разговаривать, но эта конструкция должна быть жесткой. То есть вы должны уметь работать фактически постоянно. И поэтому получается, что если, например, вы делаете управление в условиях неких помех, да, то при возвращении к этому управлению это должно быть в этом же месте. Надо учесть, что должна быть внутренняя линия, которая постоянно держит управление, например, в одной точке. Не обязательно какого-то миллиметров высчитывать расстояние до сферы, но надо понимать, что этой сфере ничего не решает. Действительно, что вы промыслили часть, да, какой-то конструкции, вы можете к ней вернуться, когда хотите. Сейчас, там, да, через год или когда вам удобно. Вас же никто ее не может забрать, это же механический принцип. Все происходит внутри души. Все. И поэтому получается, что когда вы работаете, я сказал как раз такой брат, что внутри души, что вы работаете одновременно в этой технологии с созданием как несущей конструкции, то есть где вы мыслите пространство мышления, так и там, где происходит действие. Таким образом, вы оказались внутри. И одновременно находитесь здесь. Да? То есть внутри видите, что таким образом внутри и здесь. Так вот, как только наступает осознание, что вы внутри, причем такого же роста, да, если так войти внутрь системы, вы там, это не то, что там некий такой сжатый элемент, как в неком каком-то шаре. Внутри вы тот же самый. Если вы входите внутрь, то вы снова в сознании. И вот здесь, когда вы приходите от себя, опять к тому себе, который во всех событиях мира, то вы проходите через эту стенку, не нарушая ее, через стенку сферы. Эта сфера находится уже там вокруг, одновременно здесь. Да? То есть вы создали пространство мышления, где существует вся внешняя реальность и созданная реальность, и они неотличимы. Так вот, таким образом, когда вы реализовываете желание по такому принципу, восстановление здоровья, да, например, то можно внутри сферы восстановить какую-то область, при этом единственное, при восстановлении здоровья, если вы помещаете, например, туда физический уровень, да, вы выявляете всегда, смотрите бесконечный поток сверху вниз до человека, который тоже не нарушает границ сферы. Потому что как он может нарушить, это все события мира. Логика как работает здесь очень удачно. Она сворачивает элемент луча, как бы он вверх не шел, все равно внутри сферы все события мира, да, логика начинает сворачивать цвет логики. И получается, что мы не пересекаем границу, а одновременно работаем в бесконечной системе.
Следовательно, вот этот узловой уровень, который позволил таким образом поставить задачу, это всего лишь навсего уровень моделирования, то есть логического. То есть получается, логически, сжав одну точку, распределив правильно в пространстве, мы можем сразу влиять на реальность. Просто-навсего не надо делать разделы между собой и внешним пространством в данном случае. Как только сразу появился самолет у вас, что вы напрямую вышли на управление. Поэтому, когда, например, идет такое управление, то здесь уже достаточно соотнести задачи. Понятно, что задача внутренняя, она понятна человеку. Не надо, чтобы взорвалась ядерная станция. Здесь даже вообще говоря, цель не надо ставить. Просто фрагмент идущий. Вот вы где-то едете, там, на поезде, летите в самолете и наблюдаете за пейзажем. Вдруг возникает проблема какая-то экологическая. У вас просто-навсего с правой части, вот вы наблюдаете, у вас есть свечение справа. Как только какая-то задача проблемная, просто-навсего оптика начинает перемещаться, как бы начинает отщелкивать некий такой, в кавычках, конечно, там некий тумблер. Кстати, на том уровне восприятия слышит именно щелчок. И отсюда начинает идти свет, который просто-навсего нормирует ситуацию, потому что у вас-то эта норма заложена от создателя, вам вообще говоря даже не надо на этом концентрироваться. И поэтому, так как именно та норма, что вы должны быть здоровы, должны там в какой-то экологической среде быть, там, предположим, подвержены какому-то загрязняющему свойству этой среды, получается, что если вы действуете именно таким образом, то вот этот уровень, переход на уровень от создателя, фактически именно тот уровень, кем вы являетесь. Он есть переход реагентного типа, реализации. Вы же куда-то едете, вы же реализовываетесь. Вот именно реализация в событийной конструкции. Так вот, когда я говорил по теме сегодняшнего семинара, я там выделял дух, душу и сознание, и показывал реализацию духа и сознания, то в данном аспекте реализация событийного плана, где ваше действие, это есть также реализация по сущности связи по всемирным уровням связи, ведь вы все равно связаны на уровне со всеми нас. Также по личным целям. Сводится к тому, что от создателя это есть. Главное здесь всего лишь навсего увидеть, как вообще произошел переход. Как только произошел, вы получили на самом деле колоссальное знание, что создатель показывает, как только если вы пройти теперь по линии создателя, там абсолютно четкая технология, о которой сейчас я сказал. Такие же элементы, все совершенно ясно. Что сделать в первую очередь? Хоть до секунд распишите, до миллисекунд. Какой элемент управления вынести в первую очередь? Да, например, говорю длительное время о определенных конструкциях, определенных элементах. А вообще говоря, они просто есть, потому что вот я объяснил, почему они есть. От создателя всегда все есть, тем более, когда стоит задача спасения всех. И когда вы будете решать свои собственные задачи, постарайтесь в этой именно конструкции по задачам спасения всех сделать таким образом, чтобы ваши собственные события реализованы. Вы научились реализовывать все больше и больше, лучше у вас реализуются свои события через систему всеобщего спасения. Старайтесь сделать их засвеченными, чтобы всем было видно, не просто, чтобы вы там просто реализовали и так хорошо, а механизм передачи. Вот почему по моему учению о спасении научного развития надо действовать как создатель. Потому что это есть точный путь, не нуждающийся, например, предположим, в каких-то ассоциативных системах анализа. Во-первых, создатель все создал, во-вторых, действует так, это правильно для логики, потому что создатель, создавший все, конечно, показывает, и его действие уже правильно, это же существует. Вот элемент того, что его действие правильное, это уже говорит о том, что мы прагматики, мы действуем так, как действует создатель, потому что мы видим, и мы в этом находимся, как бы состояние внутри себя. Таким образом, переведя свои события в эту цель действия создателя, именно действовать как создатель, идет поток свечения, объясненный мной, и действуя, и выявляя, и там, ставя свои задачи внутри, можно решать просто потоком света именно такого, о котором сейчас я сказал. Идет свет от вас, действует как создатель, и вы действуете так, и просто можно вывести свои задачи, любые, например, хотите научиться вдохновению.
Просто мысль поставили туда, управляющим для спасения всех. Хотите решить личные задачи. То есть решение просто световым потоком, таким линейным, сноп света. Правда, он, кстати, не круглый в этом случае, как плоскостный, как плоскость. И вот вы взяли внутрь этой плоскости такого света фотонного уровня действия РЦЗ, поставили, начинается решаться вопрос еще и потому, что на уровне духа, как просто объяснение, дух же действует свободно, и он сразу же перенимает знания и начинает решать ваши вопросы, находясь при этом и в вас, и в этой духе. Это духовный уровень решения ваших вопросов на логических осознаниях. А за систему методологическую взят в данном случае уровень распространения души. Просто распространение. То есть это, в общем-то, уровень, который говорит о том, что есть, если мы берем действие души, это уже структуризация должна быть. А распространение это, в общем-то, минимально. То есть в минимальном действии души можно достичь всеобщего спасения. Это как бы, ну там, скажем, несопоставимо маленькая часть по сравнению с тем, на что душа вообще способна. И получается, что зная это, осознавая это, можно ресурсы, значит, души реализовывать таким образом, что вы можете всегда найти уровень и самовосстановления из этого свойства, и уровень восстановления, причем всех других, и уровень обязательного спасения всех. Потому что, ну, добавив несколько раз, добавив по времени вперед это действие, видно, что на самом деле ресурсы не только бесконечны, они еще увеличиваются. Ведь каждый ваш личный опыт это всегда улучшение позиции. Мастерство всегда лучше. Каждый следующий уровень это всегда должно быть улучшением. Другой вопрос, что если вы решаете очень большие, колоссальные там вопросы перед собой, то ну, какое-то время вам приходится с какой-то информацией отматывать больше количества, столько в это упирается, в объем работы. Таким образом, вы в данном сценарии уже пришли к существованию, я так доказал, не просто к существованию, но и в определенном единственном варианте при данных 4 уровнях реализации, к тому, что данная система управления может быть реализована как минимум в том, чтобы, решая ваши задачи, вы достигли обязательно всеобщего спасения. И также, в общем-то, в том, чтобы вы получили, здесь получается, что систему, вообще говоря, ну, как бы такого типа, что вы должны здесь иметь принцип личного действия как принцип развития, значит, причем принцип развития внешних элементов реальности. Поэтому здесь просто по возможности постараться сделать сейчас сразу практику, что внешние элементы реальности, они также могут быть управляемы из того, что вы делаете свое управление. То есть от того, что данный тренинг заключается в том, что внешние элементы реальности, они управляют тем, что у вас реализовывает свет вашего управления, как передача знаний, переходит на другой элемент, и они управляемы благоприятно для них же, и для вас. Вот в качестве определенного уровня сегодняшних знаний управление заключается в том, что кроме того, что вы делаете свое собственное управление, вы еще по такой задаче можете также делать и, вообще говоря, внешнее управление любым внешним элементом реальности. Поэтому работайте прямо сейчас, когда я говорю, что все внешние элементы, например, по задачам зала, в том составе, в котором мы сейчас находимся, решать свои вопросы и смотрите, как свет решения передается к вам. Обратно же, от того, что другой освоил, и вам передал еще больше побед. Потому что если другой человек освоил этот свет, он посмотрел технологию, конечно, он передаст уже в усиленном варианте вам. И посмотрите, где это усиление происходит. Какой элемент именно характеризует как элемент усиления.
И в связи с этим постарайтесь сделать управление таким, чтобы профильтровать вот это вот усиление, то есть почему именно усиление, вот откуда источник усиления. Логически понятно. Технология, переданная, например, на решение вопроса, реализованная в определенной степени или там точно реализованная, и когда человек достигает там управления, то он там все равно как бы приращивает определенную дельту, относящуюся к тому, что он в свое время реализовал, в общем-то, недостаточно эффективно какие-то более ранние системы. Более того, у этого человека может быть связь с другими людьми, которые также умеют говорить, вообще со всеми элементами реальности. Таким образом, вы приходите опять ко всем элементам реальности, свет идет снова же на вас, и в связи с этим вы получаете, в общем-то, ну, практически, я считаю, следующий уровень, причем такого типа, что уже от события внешнего вы получаете действие, как действует подсознательно. То есть вы получаете вот этот элемент действия, причем такого плана, что этот свет действует как создатель, уже знание идет от любого внешнего элемента. Потому что сейчас я сказал, приведя к вам и идущий от вас свет, это есть действие действовать как создатель. Когда вы передаете свет обучения и вам он усиленно приходит, это уже приходит из внешности. И я вот специально повторяю, ну там, например, многократно некоторые стимулирующие элементы, при этом добавляя там одно-два дополнительных слова. Так вот, когда добавляю следующее слово, элемент в конструкционном варианте он меняется. Он в виде управления к тому движется, что, как сказать, система мгновенного роста. Почему часто нужно добавлять фразеологическую систему или добавлять какую-то мысль, чтобы достичь мгновенного действия. Многообразие действия или какая-то коррекция действия, это есть и мгновенность. Почему мир развивается многофакторно? Так много миров, например, там, по внешней космической пространству много разных направлений развития, потому что это и есть принцип мгновенности достижения действия. От создателя этот принцип означает, что создатель создал многообразный мир, чтобы мгновенно достичь своей задачи. Это, в общем-то, логический переход, о чем сейчас я сказал. Хотя это я просто еще и знаю. И когда вы переходите к тому, значит, достигнет ли за какое время, да, ваше действие создания какого-то, тоже есть путь создать. И поэтому, на самом деле, я вот сейчас пришел на логическом уровне. То есть я же не, ну, в данном случае не использовал каких-то там специальных систем, там, не использовал каких-то графиков, даже формул создал информацию, просто логически решил. Хотя одновременно я это знаю. То есть получается, что знание и логика совместимы в плане передачи информации. Вот по моему учению с последнего научного развития я как раз показывал вот, в разделе прогнозного управления, где знание, которое идет из будущего, и управляемое причины знания, то есть знание, как будущее сделать более оптимально управляемым, каким образом можно эту систему перевести в структуру, в общем-то, такую, что то знание налагается на текущий момент времени, и мы получаем такую конструкцию, что следующее развитие, как, во-первых, оно управляемо, а во-вторых, оно еще и такое, потому что по задачам создателя оно должно быть такое в этом месте. Так вот, чтобы его сделать лучше, да, есть же принцип молитвы, там обращаться к создателю сейчас, а есть действовать как создатель, своеобразно как бы молитва действия, даже так скажем. Да? Это тоже работа, прямая работа создателя, то есть действие не обязательно физическое, вы мысленно работаете или вы работаете в управляющей системе, где мысль это одна из управляющих систем. И при этом свет этого события линейно идет на вас, и вы получаете очень жесткое, уже фиксированное нужное вам событие, потому что вы, например, вот по разделу именно моего учения, в смысле, конечно, развития прогнозного управления, вы провели потому, что вы работаете вообще говоря в этой системе, именно в прогнозном управлении. Тогда получается, что если работать, там, например, в другом разделе учения, просто взять область в раздел учения здравоохранения, то можно видеть, что здесь работает комплекс управления,
то время как в прогнозном это же действие нужно сделать за счет просто импульса обратного импульса прогнозной фазы. Нормальный уже прогноз. Поэтому получается, что если говорить о разделе моего учебника семейного развития, то сам раздел формирует просто граничные системы управления, которые кому-то удобно работать в этой системе, кому-то в другой. Да? Может человек проще один работать в системе здравоохранения, более привычно, другой больше в прогнозной фазе. И вот объединение этих систем на уровне действия как создатель, то мы получаем при таком объединении общий уровень того понятия, что воспитав дух человека на любой системе, вообще, дух становится универсальным, способным действовать в любом направлении и действовать уже за счет своего света. То есть дух действующий как создатель, потому что он имеет тот уровень, что это можно на таком духовном состоянии вообще. На таком духовном даже уровне состояние может быть часто разное. Поэтому следующая система. Перед собой положите событие свое именно на этом уровне духа, где свет духа вашего, и вообще говоря, можно посмотреть, как вам помогают другие, свет создателя, там же, значит, решает ваш уровень цели, то есть вы реализовываете цель на духовном свете. Это, кстати, очень тонкая, по сути, работа. Причем там требуется очень такая тонкая, очень интеллектуальная, так скажем, система вашей внутренней работы. Только вот вы хотите посмотреть, где вы работаете максимально интеллектуально, что ли, в понятии интеллекта, там, можно такого решения каких-то вопросов, то можно видеть, что это в этом месте, где дух действующий решает вопрос. Для проекции на сознание это выглядит как высокий интеллект. А дальше вы можете перейти опять с точки, скажем так, с теми поработать на высоком интеллекте, надо поработать, перешли на структуру именно физического тела, посмотрели внутрь, увидели, что душа организовывает тело. Здесь, кстати, очень четко видно, как душа постоянно организовывает тело. И многие вопросы, ведь когда мы задаемся вопросом, как вообще, почему человек имеет какие-то заболевания, а потому что он как-то же себя ведет. Многие вопросы решаются с точки интеллекта, с лечением интеллектуальной фазы. И как, когда вы видите, как организовывается тело, вы видите, как организовывается и внешние события сразу же, органично с развитием тела, то здесь можно найти линию, которая позволяет просто на ней зафиксировать внимание, логическое познание, и иметь все время восстанавливающий принцип действия в работе. То есть вот сейчас я рассказываю, вы работаете, а есть механизмы постоянного улучшения, скажем, состояния физического тела в момент работы. Просто если ими пользоваться, то ставить так вопрос. Часто же люди, даже умеют, но им некогда. Они считают, что вот мы это сделаем, какое-то количество работы, а потом все равно сейчас нормально самочувствие. Когда-то начинают заниматься здоровьем, особенно это относится к спасателям. Они часто о себе не думают. Но если мы должны все-таки исходить из фундаментальных задач моего учения спасения личного развития, человек все равно должен самоостанавливаться. И вот такое действие лучше, конечно, вовремя самоостанавливаться, а потом не наверстывать. Такое действие позволяет самоостанавливаться просто тем, что вы как бы видите этот поток, идущий к вам, но при этом вы можете спокойно работать. То есть из интеллектуальной фазы проявления духа фактически вы идете к структуре души, и свет уже души озаряет ваши следующие действия. А свет души, когда озаряет, вы действуете часто очень быстро. Не нагрузочно, потому что душа, она же вас осознает. Логический переход, видите, это просто. Вас душа осознает, конечно, если свет души озаряет, вы в любой точке, вы уже регенерируемы, в общем-то, своей собственной душой. И при этом без специальных даже технологий достаточно распространиться души. Таким образом, распространение света души в структуру, где логическая фаза сознания реализована духом, уже там третий переход, позволяет работать на хорошем, скажем, физическом уровне здоровья, на хорошем уровне событий, при этом как бы специально этим не занимаясь.
только достаточно к этому прийти вот с этой стороны. Таким образом, вы поставьте перед собой вот это вот управление свое, опять же, сейчас. Сначала сферу своих задач, потом сферу зала сейчас, кто здесь находится, затем сферу тех, кто будет смотреть, там, уже видеозапись или читать запись в виде лекционного материала, где потом еще делаю авторскую редакцию и в виде распечатанного материала. И дальше уже по всем уровням, вообще вот, всеобщие системы, даже те, кто и в данном век не читает материал, но как вот они должны быть тоже спасены. То есть охватите всю информацию. И сделайте это управление через вот этот принцип интеллектуальной реализации в духовной фазе. То есть это уже следующий назад. Старайтесь делать так, как я говорю. Духовная фаза реализована, и вы имеете управление перед собой, делаете быстро. То есть делаете все-таки быстро учиться. Вот когда сделали, на этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.